через пару месяцев после объявления новой категории Best Asian Pop Music Performance (лучшее исполнение азиатской поп-музыки), на Грэмми 2027 группа BTS объявила, что не будет подавать свои работы, в том числе альбом Arirang. Они заявили, что хотят, чтобы музыку слушали и любили такой, какая она есть, а не делили по региону или языку. После этого Recording Academy в лице CEO Харви Мейсон Jr. заявила, что пересматривает категорию. Проводятся консультации с артистами и представителями K-pop, J-pop, C-pop и другие. Многие артисты считают, что категория не отражает их музыку так, как хотелось бы. То, что вы сейчас видите на экранах, это не просто очередные новости музыкальной индустрии. Это исторический момент, когда огромная, неповоротливая и порой излишне самоуверенная машина западного шоу-бизнеса официально признала свое поражение. Премия Грэмми, которая десятилетиями считалась золотым стандартом и высшей точкой признания для любого артиста, внезапно и очень резко переобулась. Да, вы не ослышались. Те самые люди, которые годами выстраивали барьеры на пути корейской волны, полностью поменяли свой план игры. Помните, как в 2021 и 2022 годах мы с вами не спали ночами, ждали объявления победителей, скрестив пальцы, а в итоге получали лишь разочарование? Мы видели, как BTS использовали ради рейтингов, заставляя их выступать в самом конце трансляции, чтобы удержать аудиторию, а потом отдавали награду кому угодно, только не им. Так вот, правила игры изменились. Академия звукозаписи объявила о радикальной смене курса. Но почему именно сейчас? Что заставило их поменять свой план на 180 градусов? Сегодня на канале Info Korea мы проведем масштабное расследование. От тайных протоколов Грэмми до реальных причин, почему без BTS эта премия обречена на забвение. Досмотрите это видео до конца, потому что цифры и факты, которые я подготовил, могут шокировать даже самых скептичных ARMY. Чтобы понять, насколько масштабно это переобувание, давайте на минуту вернемся в прошлое и вспомним хронологию игнорирования. В 2019 году BTS впервые появились на сцене Грэмми, но им позволили лишь вручить награду. В 2020 короткое выступление в коллаборации, где им выделили считанные секунды. Затем были 2021 и 2022 годы, номинации в категории «Лучшее выступление дуэта или группы», невероятные перформансы уровня легенд мирового рока и поп-музыки, но заветная статуэтка каждый раз уходила другим. Вспомните те кадры, лица ребят в момент объявления победителя. Это было не просто поражение в конкурсе, это была стена. Академия буквально транслировала всему миру. Мы возьмем ваши просмотры, мы заберем охваты ваших фанатов, но мы не дадим вам место за главным столом. В комментариях под моими видео тогда стоял настоящий пожар, вы писали, что Грэмми превратились в скэмис, и, честно говоря, спорить с этим было трудно. Но что-то сломалось в их идеально отлаженной системе. И ответ здесь кроется в жестких цифрах, которые обычно не обсуждают в глянцевых журналах. Рейтинги Грэмми падают. За последнее десятилетие аудитория телетрансляции сократилась более чем в 2 раза. Современное поколение не смотрит телевизор и, что более важно, оно не доверяет старым экспертам в костюмах, которые пытаются диктовать, что является искусством, а что нет. А теперь посмотрите на статистику BTS. Любое упоминание группы в социальных сетях премии давало им больше вовлеченности, чем все остальные посты за целый месяц вместе взятые. Академия осознала страшную для себя истину, они теряют актуальность. Если они не признают K-pop и BTS прямо сейчас, то через несколько лет Грэмми рискует превратиться в локальную американскую премию, о которой в остальном мире будут вспоминать лишь с иронией. Их новый план – это не внезапное прозрение или жест доброй воли. Это холодный расчет и план спасения собственного бренда. Они начали менять правила голосования, расширять состав жюри, приглашая туда тысячи новых, молодых и, что критично, международных экспертов. Почему? Потому что старая гвардия академиков просто физически не могла или не хотела понять, как песня на корейском языке может доминировать в мировых чартах без их высочайшего одобрения. Теперь же они официально пересмотрели критерии главных категорий, таких как альбом года и песня года. Раньше там существовали негласные барьеры для неанглийского контента, но теперь акцент сместился на глобальное влияние. Это прямой неприкрытый сигнал для HYBE и BTS. Академия фактически расстилает красную дорожку, говоря: «Возвращайтесь в 2026, и мы будем готовы вас короновать». Конечно, у этой медали есть и обратная сторона. Многие аналитики уверены, что Грэмми просто пытаются купить лояльность самой активной фан-базы в мире. Они запускают подкасты о K-pop, приглашают корейских продюсеров в свои комитеты, пытаются говорить на языке ARMY, но вот в чем загвоздка.
ARMY — это не просто потребители контента, это сообщество с феноменальной памятью. В комментариях под последними анонсами Академии тысячи людей задают один и тот же вопрос. Где вы были, когда Dynamite и Butter били все мыслимые рекорды? Где вы были, когда Indigo и Face доказывали, что сольное творчество участников — это глубокое искусство? Главная интрига сейчас закручена вокруг 2026 года. Мы все знаем, что это будет год великого возвращения BTS в полном составе, год их грандиозного мирового турне Arirang и, скорее всего, выхода нового альбома, который перевернет индустрию. Именно под этот камбэк Грэмми сейчас старательно стелют соломку. Представьте себе церемонию 2027 года. BTS не просто приглашенные гости для поднятия просмотров, они — главные претенденты в большой четверке номинаций. Будет ли это честной победой? Безусловно, потому что по всем объективным показателям им нет равных уже много лет. Но останется ли у этой победы горький привкус? Многие из вас в комментариях часто пишут, что BTS уже давно переросли любые премии. И это правда. Ребята доказали все и всем. Они выступали на трибуне ООН, они меняли жизни миллионов людей, они стали символом целого поколения. Статуэтка от организации, которая так долго их игнорировала, это лишь формальное признание факта, который мы с вами знали всегда. Однако для мировой индустрии это станет символом окончательного падения границ и признания того, что музыка не имеет языка и национальности. Друзья, ситуация с Грэмми — это лучший пример того, как преданность фанатов и непоколебимый талант артистов могут заставить даже самых консервативных критиков признать свою неправоту. Да, они переобулись. Да, их план поменялся под давлением реальности, которую они больше не могут игнорировать. Но я хочу спросить вас, как вы отнесетесь к тому, если BTS все-таки получат Грэмми после своего возвращения? Будете ли вы радоваться этой победе как заслуженному триумфу, или для вас эта премия навсегда потеряла свою ценность и авторитет? Напишите свое честное мнение в комментариях. Я читаю каждое ваше сообщение, и самые глубокие мысли мы обязательно обсудим в следующих выпусках. Не забывайте ставить лайк этому видео. Ваша поддержка помогает продвигать правдивый контент о K-pop и BTS. И, конечно, подписывайтесь на Info Korea, чтобы не пропустить важные детали этого большого пути. С вами была ваша ведущая. До встречи в новом видео. Аньон. Было наглядное представление о том, что мы сделали и что мы пережили, чтобы зайти так далеко. В то время существовало сильное негативное отношение к айдолам. Сейчас мы признаны за наши достижения и выступления за рубежом. Но это было действительно мучительное время для нас тогда. У нас было много необоснованных обвинений. Мы страдали из-за этого годами, становились отчаянными и озлобленными. И наши фанаты были такими же. Трудности были ожидаемы в то время. Я бы не смог сделать это снова. Я бы сказал, давайте на этом остановимся. И спать всю ночь, сесть на диету. Все это было очень трудно сделать. Мы проводили в тренировочном зале каждую минуту, когда не ели и не спали. Некоторые люди могут подумать, что я преувеличиваю, но мы действительно жили так около 6 месяцев. Мы видели наши ошибки кадр за кадром во время мониторинга. Я реально пытался убежать. В самом деле, это было не то. И отличалось от того, о чем я тогда мечтал. Я думаю, мы также думали, что жизнь как-то изменится. Мы так и думали, но получение награды ничего не изменило.